Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие милые, уютные корзиночки для пасхальных яиц. Давайте рассмотрим их поближе. Вязала их из джутовой нити. Круглое донышко, бортики, ушки и хвостик. Вот такие зайчики. Сюда можно вставлять как декоративное яйцо. Это яйцо я также делала сама. Или обычные крашеные яйца. Получится такая уютная композиция. И, я думаю, украсит любой праздничный стол. Хвостик можно прикрепить как спереди, так и сзади корзиночки. Кому как больше нравится. Вязать их очень просто. В этом видео мы с вами подробно разберем. Если вам нравятся такие корзиночки, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Что нам для этого понадобится? Ну, конечно же, джутовый шпагат. У меня вот такой в наличии. Он светлый, ровненький. Крючок я буду использовать для вязания 3,5 миллиметра. Также нам понадобится помпончик беленький для хвостика, но если у вас его нет в наличии, ничего страшного, можно сделать самим или связать из белых ниток полушарик такой. Я потом расскажу в конце видео, как его связать. Сантиметровая лента для измерения диаметра донышка, маркер, иголочка с белой ниткой, чтобы пришить хвостик, также маркер рисовальный, чтобы нам сделать, если вы захотите также нарисовать глазки и щечки, черный и красный цвет. Так, вот такие яйца, если вы будете использовать эту корзиночку для декоративных яиц. Если вы будете подкрашенные яйца, тогда, конечно же, такие не нужны. Вот это яйцо у меня сделано из папье-маше. Как я его делала? Взяла обычное яйцо, сделали мы 2 дырочки с двух сторон, выдуваем содержимое яичка, вытаскиваем пленочку, просушиваем, промываем внутри, просушиваем, и сверху я обклеила салфетками белыми при помощи клея ПВА. Они высохли, стали твердые, они не бьются. Можно их декорировать на свое усмотрение, использовать их не только для такой декорации, но и также подвески, но это уже у кого какая фантазия. Ну и, конечно, ножнички. Итак, начинаем нашу работу со скользящей петли. Давайте еще раз покажу, как я это делаю. Берем ниточку, короткий хвостик смотрит на нас, перекрещиваем вокруг 2 пальчиков. Заводим крючок под одну нить и подхватываем длинную. И сразу я делаю первую воздушную петлю подъема. Немножечко затягиваем. Вот такое колечко. И теперь в кольцо мы провязываем, вяжем первый ряд, 6 столбиков без накида. Первый. Второй, 3, 4, 5 и 6 столбик. Затягиваем кольцо за хвостик. Вот у нас здесь теперь нет отверстия в серединке. И в первый столбик без накида делаем соединительную петлю. Все, соединили первый ряд. Вязать корзиночку я буду по кругу, не будем делать петель подъема, и поэтому, чтобы у нас был плавный переход, мы будем вязать следующий столбик не туда, куда мы соединяли, а в следующую петлю. Провязываем, вяжем второй ряд, в следующий столбик 2 столбика
без накида. Давайте первый из них мы пометим. Это начало нашего второго ряда. И в каждый столбик делаем прибавки по 2 столбика без накида. И в этом ряду у нас получится 12 столбиков без накида. 4, 5, 6. Следующий 7, 8. 9, 10 в следующий. И в последний столбик 11, 12. Так, провязали второй ряд. Все, маркер можно убрать. Вяжем третий ряд. В третьем ряду мы будем делать прибавки через один столбик. Итак, в следующий столбик мы вяжем один столбик. Также помечаем его. Это первый столбик третьего ряда. В следующий столбик прибавка 2 столбика без накида. В следующий один столбик. Сейчас мы вяжем просто ровный круг. В следующий столбик прибавка 2 столбика. Так, вяжем самостоятельно. У нас должно получиться 18 столбиков без накида. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю прибавку. У нас получилось 18 столбиков без накида. Третий ряд готов. Вяжем четвертый ряд. В этом ряду мы будем делать прибавки через 2 столбика. Первый столбик. В следующий также 1. А теперь прибавочка. 2 столбика без накида. 1, 2, сюда. В следующие 2 столбика по одному, а в третий столбик прибавка. Так, вяжем по кругу. У нас должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем самостоятельно. Итак, четвертый ряд у нас готов. Давайте измерим его диаметр. У меня это 5 сантиметров. Если у вас получился кружок поменьше, то можно еще сделать ряд столбиков без накида, и тогда прибавки делаем через 3 столбика, чтобы они у нас были равномерно распределены. Получится 30 столбиков без накида тогда у вас, но у меня 24. Мы закончили вязать донышко корзинки и сейчас приступаем к провязыванию бортиков. Следующий пятый ряд мы будем вязать за задние половинки. Вот у нас столбик без накида, он состоит из 2 долек, передняя и задняя. Следующий ряд будем вязать за заднюю, вставлять крючок под одну ниточку. Итак, первый столбик без накида, также его помечаем. И в каждый столбик, здесь мы прибавки делать не будем, провязываем по столбику без накида, и не забываем, что мы провязываем их за задние дольки столбиков. И у нас в ряду также должно получиться 24 столбика без накида. Впереди у нас выходит вот такая косичка из передних долек. Все вяжем самостоятельно. Пятый ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. В следующий столбик вяжем столбик без накида, но уже за обе дольки. Это первый столбик 6-го ряда. Также его помечаем. Провязываем в каждый столбик по столбику без накида, вяжем за обе половинки. У нас также получится 24 столбика без накида, это 6-й ряд. И далее вяжем 7, 8, 9 и 10 ряд, также аналогично 6-му ряду, по 24 столбика без накида за обе половинки. Итого сейчас нам нужно провязать 5 рядов с 6 по 10. В каждом ряду по 24 столбика без накида.
вяжем самостоятельно. Наша корзиночка уже будет приобретать форму цилиндра. Давайте провяжем эти 5 рядов самостоятельно. Каждый ряд начала мы помечаем маркером. Не забываем и встречаемся. Итак, 10-й ряд у нас готов. У нас получилось 6 рядов бортиков. И высота их, так, 6 рядов, это 4 сантиметра почти у меня, на 3,5. Все, саму корзиночку мы связали. Давайте в следующий столбик сделаем соединительный столбик. И теперь нам нужно провязать ушки. Итак, делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую петлю от крючка 1, 2 провязываем столбик без накида. В следующую петлю полустолбик с накидом, 3 петли закрываем за один прием, выполнили полустолбик. В следующие 2 петли воздушные провязываем по столбику с накидом, 1 накид, в следующую петлю 2, второй столбик с накидом, накид, в следующую петлю полустолбик, в следующую столбик без накида. Так. И теперь соединяем в следующий столбик без накида на самой корзиночке соединительной петлей. Так. Теперь нам нужно обвязать ушко по этой стороне. Разворачиваем. И в каждый столбик провязываем по столбику без накида, чтобы ушко наше было пожестче и не падало. Так, 3, 4, в следующий столбик 5, верхний столбик вот провяжем 2 столбика, чтобы так ушко тут закруглялось, 2 столбика в 1 столбик. Вот так. И теперь нам нужно спуститься вниз по обратной стороне с соединительными столбиками. Это также придаст дополнительную жесткость. Вяжем за вторые половинки цепочки из воздушных петель. Так. И последний соединительный столбик. Все, одно ушко у нас готово. Теперь соединяем соединительной петлей в основании, откуда у нас выходит цепочка, начальное ушко, и в следующий столбик на самой корзиночке, на бортике, также соединительная петля. И теперь вяжем второе ушко. Также набираем 7 воздушных, 2, 3, 5, 6, 7. Во вторую петлю от крючка столбик без накида, в следующую петлю полустолбик с накидом, далее идут 2 столбика с накидом, первый, второй, в следующую петлю полустолбик с накидом и столбик без накида в последнюю. И теперь соединяем
соединительной петлей в следующий столбик на бортике корзиночки. Вот основа нашего ушка готова. Разворачиваем и также провязываем по одной стороне столбики без накида. Верхний, в самый вот кончик ушка, провяжем 2 столбика без накида. Спускаемся вниз с соединительными петлями. Давайте сделаем это самостоятельно и встретимся. Обвязываем ушко второе, аналогично первому. Второе ушко Зайкино у нас готово. Обвязали. И теперь соединяем в серединку вот между ушек. Так, все, делаем закрепку. Сейчас спрячем хвостик нити. Такие ушки у нас получаются. Какие тут петли у нас выглядывают посвободнее. Сейчас мы хвостик туда и подсунем. Крючок я взяла немножечко потоньше на номер. Второй конец моего крючка. Так он легче входит. Ну все, достаточно, я думаю. Вот этот сейчас последний протяну. Угу. Так он не хочет. Все. Так, еще и рассвоился. Вот. Все. И можно уже хвостик в середине также отрезать. Придаем форму. Проверяем, как у нас яичко садится в него. Нам осталось прикрепить хвостик. Если у вас нет такого помпончика, можете сами его скрутить из белых ниток или связать также из белой пряжи. Для этого делаем скользящую петлю, в нее также провязываем, как мы начинали, корзиночку 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем прибавки в каждый столбик, и потом у нас получится 12 столбиков, и третий, четвертый ряд провязываем по 12 столбиков без накида. Но опять же, какая будет высота хвостика, вот этого зависит от толщины выбранной нити. Мне больше нравится вот такой помпончик. Они недорогие, продаются во всех рукодельных магазинах. И еще такой момент. Если вы хотите сделать с мордочкой корзиночку, это яичко, то хвостик можно пришить сзади. Вот так. Если просто однотонное яйцо, то можно и спереди вот так. Вот здесь на лицевой стороне. Можно сбоку. Но это кому как нравится, у кого как фантазия. Если вы просто будете крашеное яичко, то можно и с этой стороны пришить. Ну, если с мордочкой, ну, можно и такой вариант. Можно с этой стороны. Также будет. Так что смотрите сами, как вам больше нравится. Я делаю комплект, поэтому пришью вот с этой стороны, напротив ушек. Здесь просто один узелок достаточно сделать. Но если вы делаете сами помпончик, то у вас хвостики ниток останутся, и можно этими хвостиками и прикрепить к корзиночке ваш помпончик.
Ну вот такие замечательные корзиночки для яиц мы с вами связали. Посмотрите, какие они уютные получились. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такие очаровательные корзиночки крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!